Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем будет интим, с новой или с бывшей? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Я представляю, в каком шоке по колено вы сейчас находитесь. Да, такой расклад сегодня будет трэш просто. Итак, ух, какой вы прям. Так. Вы такой, знаете, вы стали... Вот у меня почему-то ассоциируется с одним героем из книги, ну такой... Ну, не то чтобы жесткий вы стали, но очень избирательный в людях. А виной всему женщина, которая в свое время разбила вам сердце, женщина довольно холодная, женщина, которая эгоистичная. Здесь предательство может проигрываться, женщина, любящая деньги. Поэтому как раз из-за нее вы стали, ну, такой вот, ну, более жесткий однозначно. Вы поменялись. Даже окружающие могут говорить, что ты стал какой-то не такой. Вы очень справедливый человек, вы живете, вот, ну, по крайней мере, стараетесь жить, да, воспитание, может быть, у вас такое, живете по совести, да, вот, и ждете того же самого от людей. А потом приходит разочарование, когда вы понимаете, что люди-то другие, да, вот. Люди могут на добро злом отвечать, люди могут как-то вот использовать, манипулировать, да, и это вас очень сильно потом подкашивает. Я не могу сказать, что вы прям очень много денег зарабатываете, но в принципе так средний достаток есть у вас. Работаете вы не один, скорее вас, ну, либо же, я не знаю, там какая структура, работаете, что вас несколько, может быть, это какой-то отдел, может быть, эта работа связана с людьми, еще может проигрываться, да, ну, то есть, ну, вы не сидите один за компьютером, допустим, да, вокруг вас постоянно вот люди тусуются. Так, что еще у вас в жизни? Коротко посмотрим. Вот вы настолько, вы знаете, вы настолько любящий человек, когда у вас есть пара, когда есть жена, женщина. Вы и страстный, вы и отзывчивый, вы готовы женщину носить на руках, ну, в прямом и переносном смысле. Причем вот все, что вы делаете вообще по жизни, вот вы зарабатываете для кого-то, да? Вы привыкли, что вы зарабатываете вот либо же для жены, ну, в прошлом я имею в виду, да, если сейчас нет у вас женщины, для жены вы старались, да, там для детей, кто-то родителям помогает. Вот одному неинтересно, вам, я вам скажу, одному некомфортно даже быть. Вы человек парный. Напишите, есть такой момент или нет. Вот вам, ну, жизненно необходима пара. Вы чахнете, когда вы не любите, когда рядом нет любимой женщины. Другое дело, что привычка, да, вот, допустим, если вы кто-то из вас давно живет один, то, конечно, уже привыкаешь к одиночеству, но с этим нельзя смириться. Одиночество вот в полной мере его нельзя любить. Одно дело, когда ты там на день, на два один остался, да, ты просто отдыхаешь от вот этих всех страстей, да, от выноса мозга, от шума, может быть, от детского смеха, пока там все уехали куда-то. Но другое дело, когда ты неделями, днями, месяцами один, вы к этому не можете привыкнуть, вам это некомфортно. Женщин полно вокруг вас, но вот как-то не можете вы никак выбрать. Вот это сейчас у вас, ну, такой вот главный вопрос. Вам хочется устроить личную жизнь, но опять же у вас очень жесткий, что ли, такой вот подбор женщин идет. Вы никогда не будете кидаться на первую попавшуюся. Вы будете смотреть, оценивать женщину с разных ракурсов. Но опять же, в вашу жизнь идут кардинальные перемены. Давайте смотреть, что за перемены идут в вашу жизнь. В вашу жизнь идет новая женщина.
Что за женщина? Давайте смотреть. Женщина довольно самодостаточна, уверенная. Она не гуляка абсолютно. Женщина свободная. У нее на момент вашего знакомства не будет мужчины. Поэтому смело можете с ней общаться, смело можете вступать в отношения. Причем вот как раз к ней как-то у вас душа ляжет, ну, сама по себе. Если вот другие как-то, ну, не ёкает, да, ну, красивая, ну, что-то не то, вот такой момент. Здесь же как-то резко, неожиданно, да, могут даже быть вот какие-то мысли, что неужели, ну так и не бывает, ну не может быть, ну как мальчишка, да, ну елки-палки, ну это не со мной, да, что-то здесь не то. То есть вот некоторый такой момент сомнений может проигрываться. Плюс еще опять же осадок, да, вот из расклада в расклад у нас выпадает, что есть такая и обида на женщин, все равно как ни крути, есть и недоверие некоторые к женщинам, но тем не менее, давайте смотреть, как сложатся ваши отношения. У нас такой про интим сегодня, да, все-таки уже радует. Новая женщина, да, с новой женщиной. Какой интим у нас будет. Интим, ну, здесь семейная жизнь даже проигрывается, так что можете расслабиться. Это не просто роман будет, это бурные, страстные отношения, причем отношения на позитиве. Я не могу сказать, что это будет все прям, ну, гладко штиль. Здесь будут и эмоции кипеть, бурлить. Но знаете, это человек, с которым можно быть на одной волне. Это женщина, с которой у вас будут одинаковые интересы. С ней у вас будут одинаковые, ну, взгляды на жизнь, что ли. Да? Вот она тоже нацелена на серьезные отношения, на семью. С ней у вас будет очень такой бурный, страстный интим. Поэтому можете расслабиться. Хотя мы сейчас посмотрим. Может быть, и бывшая подлезет с интимом. Мы сейчас и этот момент еще посмотрим. Женщина, с которой, вот знаете, будет такое состояние, как же это правильно описать? Ну вот реально, вот знаете, может быть, кто-то из вас испытывал состояние, пусть это мимолетное, но какого-то вот, ну, счастья, что ли. Когда тебе хорошо во всех отношениях. Да, оно бывает очень недолгое, да, какой-то момент. Но вот с этой женщиной, ну, настолько у вас будет гармоничное такое отношение. Так. Вот стабильность. Причем стабильность во всем. Стабильность у вас появится в жизни и с женщиной, стабильность в душе, стабильность даже в работе. У некоторых может проигрываться, что может стать вопрос либо же смена работы, да, на более выгодную, либо же это будет другая какая-то должность, да, ну там будет зарплата побольше. Ну, знаете, вот как будто она ваш талисман. Вот эта женщина вот появится как ваш талисман и принесет в вашу жизнь вот какой-то, знаете, с одной стороны страсти, вот именно любовного характера, а с другого это такая стабильность, это гармония, это такое, знаете, вот потрясающее чувство, когда тебе в душе хорошо, когда не кипят какие-то вот эти все негативные эмоции, когда нет никаких злости, подозрений, ничего, когда ты весь на позитиве. Таких людей обычно видно, но они сияют, они очень легкие, они готовы горы сворачивать. То есть, ну, суперская такая женщина. Интим, если кого интересует, будет довольно жаркий, частый. Причем я вам скажу, даже она, может быть, будет больше инициатор, потому что она и моложе вас, и она даже в чем-то более страстная. Вы иногда, ну я скажу вам так, обалдеете, да, чтобы не сказать по-другому. Вот этих интимных моментах вы иногда будете обалдевать, если есть такое слово, конечно. Так. Да, здесь однозначно брак. Очень так. Причем у вас семья может очень быстро с ней образоваться. Вот вы поиграете в страсть, да, вот влюбитесь как мальчишка. Вот эти страсти настолько вас захватят, что вы реально вот полюбите эту женщину.
и семейная карта у вас падает, даже дважды падает. Поэтому даже не сомневайтесь. Так что, ребята, повторяем Камасутру. Потому что, ну, женщина абсолютно не любит позу бревна. Как мы это уже говорили, да, поза спящая красавица, это не для нее. Так, а давайте посмотрим, а подлезет ли рано или поздно вот бывшая с такими вот интимными намеками к вам, да? Будет ли она вас соблазнять? Вот именно бывшую я хочу посмотреть. Попытается она вас соблазнять. Она попытается как-то вот что-то хитрить, мутить. Я не скажу, что прям она хочет с вами зароманить. Нет, нет. У вас, скорее, с ней будут конфликты. Хотя, смотрите, ваша бывшая не прочь с вами ночку-другую провести, это однозначно. Но то, что вы ее отправите во свояси, это 100%. Я вам могу даже сказать приблизительную фразу, да, что ну, я себя не на помойке нашел, и та, которая прыгает по жезлам, да, ну как бы уже все, свободно навсегда. Поэтому могут у некоторых из вас проигрываться поползновения бывшей, вот именно в таком вот в интимном плане, как она это будет делать, где, когда. Но это может вот за рюмкой чая, где-то она может вас пригласить, либо в гости. Знаете, как бывает, там пришел детей проведать, а она пригласила, давай вспомним былое, посидим за рюмкой чая. Но вы ее отошьете, вы, я думаю, даже сидеть с ней не будете, особо нет. У вас с ней, если и проходит какое-то общение, то, ну, это либо же по поводу детей, каких-то там, может быть, финансовых, судебных, может быть, моментов, но абсолютно это не романтик. Поэтому ее вот эти вот поползновения, если она думала, что она там пошалит с вами разок-другой, ну, это, скорее всего, не удастся у нее. Она даже огорчится, что она не сможет вас соблазнить. Она даже удивится, как это она вас не соблазнила. Если раньше могла с легкостью соблазнять, да, то сейчас вот как-то ее это поднапряжет. Причем она может даже начать в себе сомневаться, может начать даже комплексовать, может быть что-то с ней не так, может быть фигура не такая. Так что, ребята, смотрите, будьте осторожны, будьте бдительны. Но бывшая еще имеет, кстати, вот такие романтические поползновения. Я не могу сказать, что она к вам абсолютно такая безразличная. Это касательно бывшей. Я так два слова сейчас скажу, не могу умолчать прям. У меня сегодня что-то вообще поперло. Разговорилась что-то я сегодня. Абсолютно человек, который, знаете, вот она может сегодня с одним побыть, завтра вы к ней пришли, она и с вами не прочь там пошалить, завтра там еще кто-то придет. Ну, то есть человек, ну, реально прыгающий по жезлам. Ну, я обычно таких женщин, ну, это я, грубо говоря, ну, помойками называю уже, извините за такое сравнение. Ну, по-другому никак. В конце концов, любой нормальный, уважающий себя мужчина, ну, никогда не согласится. И независимо от того, если он даже любит ее, да, ну, просто вот какой-то стоп в голове будет. Да, можно любить женщину, но вот после предательства вот это стоп, оно срабатывает. И оно срабатывает и внизу, и вверху, да, и в голове, и там пониже. То есть я не вижу, чтобы были у вас какие-то бурные страсти. Знаете, вот бывает, иногда мужчины говорят, да, вот я там с ней пошалю, как бы отомщу сопернику. Но это настолько редко бывает, причем после таких вот отмщений мужчинам реально хочется отмыться. Вот вроде бы ты, да, сделал дело, но особо удовольствия не получила, как-то на душе мерзко, гадко и противно потом становится. И это уже не месть, а как будто сам заморался. Поэтому пусть идет восвояси, пусть скачет даже дальше по жезлам, да. И такие нам не по пути. И вам тоже. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!